Изготовление манжетной рубашки ставит перед нами массу вопросов. Какую форму манжета выбрать? Как правильно подобрать прокладочный материал? Какую использовать обработку и так далее. Каждый из этих вопросов – отдельная большая тема. И сегодня мы попробуем по порядку разобраться с каждой из них. Я расскажу, какие нюансы стоит учитывать при выборе формы, материалов и технологии изготовления манжетов на рубашке. А также покажу тот способ обработки, который мне нравится больше всего. Это канал «Шьем с умом», с вами Александра. Давайте начнем. Определимся с формой манжетов. Манжеты бывают одинарные и двойные. Двойные, или так называемые французские манжеты, первоначально были атрибутом торжественной формы одежды. Сейчас они используются более широко, но все равно остаются способом повысить нарядность и, скажем так, уровень образа, сделать его менее ординарным и более изысканным. В связи с этим двойные манжеты не стоит делать на рубашках расслабленного формата, например, из льняной, рыхлой или очень тонкой ткани, имеющей крупный или размытый принт. Здесь они не будут уместны. Двойной манжет требует гладкого, плотного, формодержащего материала, сдержанной расцветки. По умолчанию двойной манжет имеет прямоугольные края и носится с запонками. Но есть менее формальный, так называемый коктейльный вариант, когда манжет застегивается на пуговицу и имеет округлые края. Застежка на пуговицу позволяет манжету ближе прилегать к запястью, что лучше фиксирует его положение и делает более удобным в движении. Одинарные манжеты более универсальны и применимы как в деловом, так и в расслабленном формате. Одинарный манжет имеет большое разнообразие форм, хотя базовой считается округлая форма. Количество пуговиц также может быть разным. И здесь надо сказать, что чем больше пуговиц на манжете, тем труднее его застегивать и расстегивать. Поэтому в случае с одинарным манжетом здесь вопрос целесообразности. Также под одну петлю может быть установлено 2 пуговицы. Это можно сделать для регулировки диаметра манжета. В итальянской традиции пуговица может быть расположена ближе к основанию манжета. Еще это называется открытый манжет. Говорят, что это облегчает расстегивание и дает больше свободы запястью. Честно сказать, я хочу попробовать выполнить все манжеты, о которых я вам сегодня рассказала. Но начинать лучше с базы. Поэтому я буду делать одинарный манжет с одной пуговицей и скругленным краем. Следующий важный вопрос – это выбор технологии. Существуют клеевые и бесклеевые способы обработки. Бытует мнение, что высококлассная обработка воротника и манжет на рубашке может быть только бесклеевой. Сегодня это уже не так. Современные технологии позволяют дублировать материал без того, чтобы потом с ним иметь проблемы. И даже портные высокого уровня не стесняются этим пользоваться. Проклеивание может иметь преимущество, когда для вас важна формоустойчивость. Например, для строгой рубашки, которая будет носиться с галстуком. Здесь, правда, стоит оговориться, что речь идет о дублировании на специальных прессах. В домашних условиях качества здесь будет добиться трудно. Но это отдельная большая тема, которую я не хочу сегодня касаться. Если интересно, напишите в комментариях, и я могу снять отдельное видео на тему дублирования. Что касается бесклеевой обработки, то она имеет бесспорное преимущество, если для вас важны комфорт и изящные линии. Именно бесклеевой способ я хочу попробовать для изготовления манжет и воротника на своей рубашке. При выборе технологии обработки еще очень важным является вопрос дальнейшего ухода. Считается, что при стирке дублерин может отвалиться, но на самом деле есть бесклеевые способы обработки, которые не подлежат стирке. Обращайте на это внимание, если находите что-то в интернете. Как сказал один портной, наша задача сшить человеку рубашку, а не изменить весь его жизненный уклад. Поэтому, если человек привык стирать свои вещи, то нам придется это учитывать при выборе способа обработки. Иначе мы рискуем потратить свое время и силы на изделие, которое просто будет висеть в шкафу без дела. Я привыкла свои вещи стирать, поэтому нашла бесклеевой способ обработки, который это позволяет. В качестве усилителя нам потребуется воротничковая ткань или воротничковый дублерин, если будете клеить. При его выборе лучше опираться на описание продавца. Как правило, они указывают, для каких рубашек он предназначен. Для бесклеевого усиления нам потребуется материал из 100% хлопка плотностью от 125 до 175 грамм на квадратный метр. Соответственно, первый вариант для мягких манжетов, второй вариант для плотных, более классических манжетов. Я буду использовать обычную бязь хлопковую плотностью 135 грамм на квадратный метр. То есть мои манжеты будут мягкие. Манжеты и воротник не обязательно делать одинаковой жесткости. Особенно это касается классических строгих рубашек с жесткими воротниками. Вот здесь видно, что воротник довольно жесткий, а манжет сделан намного более мягким, хотя тоже довольно плотный.
Если материал или технология для вас являются новыми, то обработку рекомендую начинать с манжет. Набьете руку и, если что, легче переделывать. Бесклеевую прокладку перед раскроем обязательно нужно продекотировать. Давайте теперь перейдем к самой обработке. Начнем с подготовки лекал. И длина и ширина манжета – вещи довольно произвольные. Ширина манжета зависит от общей стилистики, размера рубашки и роста. На повседневных мужских рубашках среднего размера ширина манжета может составлять 6,5-7 см. На деловых рубашках 7-8 см. Если рубашка большого размера или у человека высокий рост, ширину манжета лучше увеличить на 1-2 см. Я для себя возьму 7 см. Длина манжета зависит от того, на каком уровне у вас должен быть расположен край манжета. Это особенно важно, если рубашка будет носиться с пиджаком. Находим этот уровень и по нему измеряем обхват кисти. Если вы носите часы, обязательно для контроля нужно сделать замер обхвата запястья с часами. И если что, откорректировать. У меня обхват запястья 15 см, обхват запястья с часами 16 см, обхват кисти в нужном месте 18 см. Значит, часы помещаются. К длине манжета прибавляем ширину нахлёста под застежку. Обычно это 2,5 см. Итого, длина манжета у меня получилась 20,5 см. Рисуем скругление. Размер скругления подбираем по желанию и с учетом расположения пуговиц. Перейдем к раскрою. Для каждого манжета нам потребуется 2 детали из основной ткани и 1 деталь усилителя. Для всех деталей делаем припуски 1 см. Припуск по линии притачивания удобнее делать такой же, как по низу рукава. В моем случае это 1,5 см. Если вы работаете с жестким усилителем, то его выкраиваем без припусков. Для того, чтобы манжет лучше выложился, усилитель краим по косой. Детали из основной ткани краим по долевой. Готово. Я подкроила детали. Не забываем отмечать изнанку. Теперь нам их нужно предварительно сметать. Или, как говорят портные, набрать. Манжеты на руке имеют изогнутую форму, поэтому и сметывать мы их должны в таком же положении. Допустим, это будет наша нижняя деталь манжета. И нам предварительно нужно заутюжить припуск наизнанку по линии притачивания манжета. Но не по самой лекальной линии, а отступив 1 мм в сторону припуска. Мы это делаем для того, чтобы этот сгиб потом накрыл нашу строчку притачивания манжета. Я подготовила нижнюю деталь манжета, заутюжила припуск и срезала излишек припуска до ширины 1 см. Теперь пока что мы эту деталь откладываем. И приступаем к набору. Берем деталь усилителя, берем верхнюю деталь манжета. Это у нас изнанка, и мы ее укладываем к нам лицом поверх усилителя. Вот таким образом. И очень хорошо выравниваем срез с одной стороны. И закалываем. Фиксируем парочкой булавок. Готово. Теперь берем нашу деталь и сгибаем ее в то положение, в котором она у нас будет находиться, собственно, на руке. И обратите внимание, что здесь образовалось такое смещение усилителя относительно верхнего манжета. Это правильно и хорошо. Такое смещение мы тоже фиксируем булавочкой. И можем уже разложить манжет. У нас образовалась здесь вот такая волна небольшая. Это излишек ткани. Мы ее немножко распределяем равномерно с двух сторон. И посередине тоже фиксируем булавкой. Теперь косыми стежками, отступая примерно 3-4 мм от строчки стачивания деталей манжета, мы сметываем 2 эти детали. Для того, чтобы детали правильно выложились друг относительно друга, сметывать их лучше вот в таком вот согнутом положении. То есть мы немножко сворачиваем детали и сметываем их таким образом. Я использую именно косые стежки, потому что они лучше всего фиксируют расположение деталей между собой. Итак, мы набрали верхнюю деталь манжета. Теперь по такому же принципу будем работать с нижней деталью. Вот у нас изнанка. Это лицо верхнего манжета. Укладываем детали лицом к лицу. И у нас получается нижний манжет находится в самом верху изнанкой к нам.
В том месте, где мы уравнивали в первый раз срезы верхней детали манжета и усилителя, точно так же уравниваем срез нижней детали манжета и фиксируем булавкой. В паре мест фиксируем наш заутюженный припуск. И снова выкладываем деталь таким образом, как она у нас будет расположена на руке. Следим, чтобы по верхнему краю срезы тоже были уравнены. И у нас снова образуется смещение, которое мы фиксируем также булавкой. Вот что у нас получается. Также распределяем излишек ткани равномерно по всей длине и посередине. Фиксируем еще раз булавкой. И теперь набираем нижнюю деталь манжета. Располагаем детали усилителем кверху. Также в согнутом положении прокладываем такую же строчку поверх первой и соединяем детали между собой. Итак, мы сметали детали. Вот что у нас получилось. Теперь мы их можем уже стачать на машинке. Стачивать будем по нижней детали манжета, поэтому, если нужно, делаем разметку по лекалу, отмечаем линию и прокладываем строчку. Начало и окончание строчки начинается в месте начала сгиба припуска нижней детали. Я проложила строчку и сняла лишние нитки. Теперь нам необходимо эту строчку приутюжить, срезать излишек припуска до ширины примерно 5 мм и постараться сделать это как можно ровнее. И также сделать высекание в зоне скругления. Вот у нас получилось таким образом. Теперь мы можем вывернуть деталь. Расправляем хорошенько припуски внутри. Теперь нам осталось провести влажно-тепловую обработку, и я еще раз выметаю манжет для того, чтобы зафиксировать между собой все слои. И мы можем уже приступать к притачиванию манжета к рукаву. Вот так у нас выглядит манжет после влажно-тепловой обработки. Вот я его выметала. Он получился довольно мягкий, но при этом вполне себе держит форму. На этом этапе нам понадобится наш рукав. На рукаве уже должна быть выполнена шлица. Я уже снимала про это видео, поэтому если кто-то не смотрел, ссылку я оставлю в описании. И также у рукава должен быть стачен шов. Я его стачала запашивочным швом и также уже снимала про это видео, поэтому если кто не смотрел, все ссылки будут в описании. Нам рукав нужно подготовить к притачиванию манжета. В классическом варианте за планкой обычно расположены защипы. Примерно так они выглядят. Но я у портных видела на этот счет несколько интересных моментов. Во-первых, вместо защипов могут быть выполнены сборки. И мне кажется, это будет особенно эффектно выглядеть на однотонных тканях, особенно темных. И также у одного портного я слышала про такой прием, что он по всей длине низа рукава пускает небольшую сборку для более интересного силуэта. Мне кажется, это интересным, поэтому вот последний способ я хочу попробовать. Длина по низу рукава у меня составляет 26 сантиметров. Длина манжета 20,5 сантиметра. Соответственно, на защипы я заложила 5,5 сантиметров. И я пробовала делать и сборку по низу, и защипы, выглядит не очень. Поэтому весь запас на защипы я оставлю на сборку. Теперь нам нужно эту сборку подготовить. Для формирования сборки по низу рукава нам нужно проложить специальную техническую строчку. Для этого мы отступаем 3-4 мм от лекальной линии низа рукава. На машинке ослабляем верхнюю нить и ставим максимальную длину стежка. И таким образом прокладываем строчку от начала планки. Саму планку не захватываем. Между этими строчками оставить расстояние 1-2 мм. Вот я выполнила строчку. С этой стороны она у меня начинается и заканчивается. А с другой стороны можно увидеть разворот.
Я настоятельно рекомендую, как только вы проделали эту строчку, не вставая из-за машины, вернуть все настройки в первоначальное положение, потому что у меня это постоянная проблема, я забываю. И когда я уже в следующий раз сажусь за машину, конечно, я уже не помню, что у меня верхняя нить ослаблена и стоит максимальная ширина стежка. Итак, теперь мы стягиваем нашу нитку и делаем низ рукава, подгоняем под нужную ширину, то есть под длину манжета. Вот я выполнила сборку и сделала низ рукава нужной ширины. Чтобы зафиксировать, лучше кончики завязать на узелок и распределить сборку максимально аккуратно и равномерно. Теперь мы можем приложить манжет. Прикладываем манжет незаутюженным срезом. И если вы делали одинаковые припуски, то уравниваем припуски, и мы можем проложить строчку. Здесь также края по планке уравниваем и притачиваем манжет. Можно предварительно приметать. Я приметаю. Я проложила строчку. Теперь необходимо ее приутюжить и срезать излишек припуска до ширины примерно 5 мм. Вот что у меня получилось. Припуски я срезала не одинаковой длины, для того, чтобы не создавать резкого перепада толщины. Нам осталось запаковать манжет и зафиксировать край его внутренней детали. Это можно сделать на машинке, проложив строчку строго в сгиб, либо отступив 1 мм в сторону манжета. Но я это сделаю ручным потайным стежком. Я зафиксировала край нижнего манжета. Вот такая красота у нас уже получилась. Более подробно о том, как выполнять эту строчку, можно найти в видео про кокетку. Там я фиксировала край кокетки очень похожим образом. И наш манжет практически готов. Нам осталось проложить отделочную строчку по краю манжета, которая будет закреплять все детали и слои манжета. Ширина этой строчки по внешнему краю 5-7 мм. По основанию манжета обычно делается пошире, около 1 см. Строчку можно прокладывать на машинке, либо вручную. Желательно, чтобы это совпадало со способом обработки воротника. Я проложила отделочную строчку, сняла временные нитки и провела влажно-тепловую обработку. И, честно говоря, результат превзошел все мои ожидания. Я решилась прокладывать строчку на своей бытовой машинке. Я опасалась, что она может получиться не очень ровной и красивой, но получилось очень хорошо, ее даже практически не видно. Также мои опасения были связаны с тем, что поскольку манжет не проклеен, то могут быть какие-то закусы или волны в районе отстрочки, но нет, все выглядит, на мой взгляд, великолепно. Отстрочка создает дополнительное ребро жесткости, так что манжет, он считается мягким, но он форму держит очень хорошо. Для того, чтобы удачно отутюжить такой манжет, я очень рекомендую, у кого есть, использовать вот такой вот валик для утюжки. Я видела, он продается в швейных магазинах в стандартных наборах. Этот я сделала сама, для того, чтобы приформовывать немножко манжет, чтобы он получился гладкий. Я в полном восторге, как это все выглядит на руке и как это все получилось. В следующем видео мы втачаем рукав и уже подойдем к самой сложной и интересной теме. С вами была Александра на канале Шьем с умом. Пока-пока!